Ксения всегда мечтала о своем будущем, и это будущее казалось светлым и полным надежд. Она окончила университет, и в жизни ее, как в настоящей сказке, возникло предложение руки и сердца от любимого, которое заставило ее сердце биться чаще. Это волшебное мгновение, когда Даниил произнес заветные слова, кажется, навсегда запечатлелось в ее памяти. Годы прошли в ожидании, и в течение всего месяца, предшествовавшего свадьбе, она активно принимала участие в подготовках к той долгожданной церемонии. С каждым днем Ксения все больше погружалась в веселую и бурную атмосферу планирования. Ее мечта о белоснежном платье, которое она шила вместе с мамой, оживала с каждым стежком, и каждая деталь этой одежды должна была создать волшебный вечер. Она не могла дождаться момента, когда встанет перед дзингель-тканью, усыпанной искусственно созданными звездочками, и скажет «да» своему любимому на глазах у друзей и родных. Составляя список гостей, продумывая меню и сценарий торжества, она каждый день ощущала, как ее мечта становится реальностью, пока глаза наполнялись слезами радости. Мама, Елена Андреевна, подсказывала и поддерживала ее во всех делах, желая для своей дочери настоящую сказку, полную любви и счастья. Этой теплой мыслью, наполненной радостью и ожиданием, озарялись последние дни Ксении перед свадьбой, и казалось, что ничто не сможет разрушить эту идиллию. Эти моменты романтики и счастья пронзали душу, и ей казалось, что она может летать. На волне этих чувств Ксения строила планы на будущее: создание семьи, переезд в уютный дом и рождение детей. Эти мысли обретали форму в ее сердце и уму, словно послание, посланное с небес. Но вот настало дождливое утро, словно предзнаменование того, что все пойдет наперекосяк. Ксения и Елена, полные планов и радостных ожиданий, отправились к портнихе, чтобы последний раз проверить платье перед свадьбой. В пути мать и дочь разговаривали о предстоящем празднике, делясь своими такими манящими мечтами и надеждами. Их смех и счастье внезапно нарушила непогода, дождь слил как из ведра, а дорога стала скользкой, как никогда. Неожиданно машину занесло, и там, в те мгновения замедленного времени, все обрушилось на них, как гром среди ясного неба. Раздался ужасный удар, и Ксения услышала жуткие звуки: скрежет металла, разбитое стекло, а затем погрузилась в темноту, словно уходя в бесконечный сон. Вся ее жизнь, полная надежд и мечтаний, обрушилась в одно мгновение, словно карточный домик, который сдувает сильный ветер, оставляя только пыль и разруху. Когда Ксения пришла в сознание, ее окружали белые стены больницы, казавшиеся одновременно и безмолвными, и устрашающими. В промозглом помещении раздавались звуки бесконечных шагов и шорохов роботов, работающих над другими пациентами. Она чувствовала себя ужасно, как будто ее тело превратилось в неподвижную статуэтку. Ее ноги были покрыты бинтами, а вены полнили трубки, карта ее постоянной боли. Врачи, серьезно глядя на нее, сообщили о серьезных травмах позвоночника и других переломах, что окончательно разбивало ее мечты. Вековая тишина, царившая во всей палате, словно давала понять, что все это безверие, которое накапливалось в ее душе, будет с ней навсегда. С глубоким вздохом, полным страха и неуверенности, Ксения спросила, сможет ли она хоть когда-нибудь снова ходить. В ее голосе звучал ужас, как будто она уже предчувствовала тяжесть этого ответа. Доктор лишь с печалью произнес, что надежда есть всегда, но эти слова звучали как неясный шепот в пустоте ее жизни. Ситуация усложнилась, когда за ужасным диагнозом пришла и другая, столь же страшная новость. Ее мама, ее опора и защитница, умерла спустя несколько дней после аварии. В этот момент, когда мир вокруг нее рушился, Ксения поняла, что утратила не только физическую возможность ходить, но и самое близкое, что у нее было на свете. Она чувствовала чудовищную пустоту, которая, как черная дыра, поглощала ее внутренний мир.
Отец, Александр Николаевич, посещал ее, но его непричастность и холодность лишь увеличивали ее страдания. Он как будто не осознавал всей тяжести ситуации, не спешил утешить ее. Вместо этого он лишь молчал и тяжело вздыхал, проводя время в своих размышлениях, далеких от ее боли. Каждый его визит становился испытанием, и с каждым разом Ксения чувствовала, как ее отчаяние только растет, а одиночество нависает над ней темным облаком. Она смотрела на него с надеждой, которая постепенно угасала, как свеча в бурю. «Почему он не может просто обнять меня и сказать, что все будет хорошо?» — думала она. Параллельно с потерей материнской любви произошло и еще одно горькое разочарование, которое окончательно поколебало ее веру в людей. Когда к Ксении в больницу пришел ее жених, Даниил, она почувствовала, что этот момент станет важным в их отношениях. Однако на самом деле он не подошел к ней, словно ее присутствие стало ему чуждым, и с его губ сорвалось странное «прощай». Произнося свои слова, он не смотрел ей в глаза, и это было хуже всего. Он произнес странные слова о том, что не сможет быть с ней, так как уезжает на стажировку в Англию. Эти слова были как нож, который вонзили в ее сердце, оставляя лишь горечь и сожаление. Позже, когда Ксения, пройдя через пытающую тьму своей ситуации, узнала, что Даниил не только уехал, но и женился на ее подруге Алене, это стало последней каплей в ее полном разочаровании мире. Она почти не могла найти слов. Она уже не просто потеряла своего любимого, но и распрощалась с надеждой на будущее, где будет кто-то рядом, кто поддержит и пожалеет. Вернувшись домой, Ксения обнаружила, что ее жизнь кардинально изменилась. Ее движения теперь были ограничены. Она могла перемещаться только на инвалидном кресле, и этот новый образ жизни, клубящийся в грязи ее мыслей, стал для нее настоящим испытанием. Обладая новыми надеждами, ее не находились уверенные действия, врачи назначили ей курс реабилитации, но у нее не существовало желания жить жизнью, которой она жила до аварии. Она стала затворницей, погруженной в свои переживания, пересматривая добрые минувшие моменты на фотографиях с матерью и всей той красотой, что когда-то была с ней. Эти фотографии освежали воспоминания о том, как они смеются, якобы беззаботно гуляя под солнцем, думающий о будущем, полном надежд. Тетя Оля, проявляя заботу, пыталась помочь Ксении, вытащить ее на прогулки, но та лишь злилась и требовала вернуть ее обратно в дом, заперевшись в своих мыслях. Все, что ей хотелось, это укрыться ото всех, укрыть свою душу от волнений и страданий, прячущихся за стенами ее сердца. Она не хотела показываться людям, и каждый ее день превращался в бесконечный мрак. Все изменилось, когда в ее жизнь вторгся Джим, ее верный друг и защитник. Это был старый лабрадор, который с маленьким щенком пришел к ним из приюта, став единственным источником тепла и поддержки в ее жизни, и Ксения стала лелеять этого верного спутника. Каждое утро, когда Джим выглядывал в окно и ждал, когда Ксения проснется, наполняя квартиру радостью, она чувствовала ненужные тревоги уходить вместе с его счастьем. Каждое утро, возвращаясь с реабилитации и чувствуя себя усталой и опустошенной, Джим, преданный и всегда радостный, встречал ее с виляющим хвостом, как будто зная, как важно для нее поддерживать эту нить связи с жизнью. Несмотря на свои травмы и возраст, Джим проявлял такую безусловную любовь, которой Ксении не хватало. Он был ее единственным другом в этом мире, полном одиночества. Он всегда оставался рядом, когда Ксения чувствовала себя одинокой и потерянной в своих страданиях, и пытался скрасить ее дни, наполненные печалью. Даже самый ошибочный день с Джимом казался Ксении светлым и нужным, и эта дружба стала ее мощнейшим источником энергии. С каждым днем Ксения становилась все более зависимой от Джима.
Он ждал ее из клиники, гулял с ней на улице и спал в ее комнате, наполняя ее жизнь смыслом и радостью, даже когда все казалось безнадежным. Однако все равно оставалась тень неопределенности. Она не знала, как долго сможет оставаться такой, и будет ли ее будущая жизнь хоть какой-то другой. Однажды во время прогулки с Джимом на фоне серого берега реки они случайно наткнулись на Сергея, с которым Ксения до аварии дружила в детстве, и тот миг оказался знаковым. Становясь все большей частью ее жизни, Сергей представлял собой путь к прозрению и надежде. С той самой минуты, когда два их взгляда пересеклись, сердце Ксении забилось сильнее. У нее возникло предчувствие, что что-то может измениться, и она не оставалась одна в своей борьбе. Ксения и Сергей вновь встретились, и разговор стал для них поистине волшебным выходом из тени, которая так долго нависала над ней. Он радостно рассказал о своих успехах в жизни, учебе, армейской службе и курсах каскадеров, которые стали для него важной вехой. В этом обмене новостями они вспомнили беззаботное детство, изучая мир с высоких зеленых холмов, где мечты еще не знали таинственного и транзитного конца. Затем, увидев ее ситуацию, Сергей предложил обратиться к врачу, который мог бы помочь в реабилитации. Это предложение, словно искра в темноте, заполнило Ксению надеждой и радостью, которые постепенно становились частью ее новой жизни. А вскоре, когда они обменялись номерами телефонов и согласовали время следующей встречи в кафе, где планировали обсудить все, что на душе и на сердце, от того дня Ксения стала выглядеть живее, словно наконец-то вышла из темного тоннеля своей жизни. Спустя дни и недели Ксения все чаще вспоминала о детских шалостях и смехе на берегу реки, и это напоминание о беззаботной юности помогло ей облегчить свое тяжелое бремя. В это время она старательно работала с Джимом и через него обретала жизненный смысл. Однако грусть начала возвращаться с новой силой, когда к ее отцу неожиданно для всех пришла новая женщина — Мария. Ксения была возмущена. Мысли о том, что кто-то другой замещает ее мать, вызывали у нее возбуждение и родили злобу в сердце. Она считала, что ее место должно остаться пустым навеки, и не желала сидеть за одним столом с Марией, считая, что ее присутствие наводит тень на ее жизнь. Отец, казалось, не понимал ее чувств и упрямо настаивал на том, чтобы она приняла новое положение дел в их доме, а это вызывало во многих противоречивые эмоции. Обиды, тоска и гнев переполняли ее. Она задавалась вопросом: почему? Почему? Почему он не понимает? С каждым новым днем эксперимент с ее новой жизнью становился все сложнее. Когда она узнала, что об их реабилитации после аварии говорил отец с Марией в настороженных тонах. Их разговоры были полны обмана, и это открытие сделало ее злой и растерянной. Разочарование и уязвимость переполняли ее, и она почувствовала необходимость действовать. В тот момент, когда она осознала, что не хочет оставаться такой, как ее сделали несчастье и решения окружающих, ей захотелось перевернуть свою жизнь. Ксения решилась встать на ноги и потребовать объяснений от отца, пробудив в себе внутреннего борца. Каждое слово удерживало ее на краю, но она чувствовала, что сама находит силы в себе, и эта ясная мысль наполняла ее дух энергией. Восставшая из пепла прежняя депрессия, убивавшая ее, с места сдвинулась. Злость постепенно охватывала ее, она стала обдумывать план. Что, если обратиться к доктору Илье Борисовичу тайно от отца? Сергей, ставший ее опорой, предложил стратегию, и вскоре через библиотеку возникла схема встреч с врачом, который мог бы помочь Ксении. За месяц она записалась на множество сеансов, несмотря на словесные шпагаты, которые ей приходилось проводить с последующими отговорками к отцу. И каждый раз, когда Ксения оставляла свой дом, она будто выходила за границы одиночества, обретая внутренний свет. С гордо поднятой головой и полной решимости Ксения смело заявила отцу, что не хочет проходить реабилитацию в клинике, и начала активно заниматься со своим новым доктором.
Эти тайные занятия стали для нее путем к освобождению и новой жизни, и ее тело начало отзываться на отдых и усилия, как будто оно знало, что настало время возвращения. С каждым шагом, который она делала, с каждым новым движением, с каждой встречей с доктором, Ксения чувствовала, как постепенно набирает силу и уверенность. Она упорно боролась, и через несколько месяцев ожиданий и усиленной работы она потихоньку начала шевелить пальцами на ногах. Это было радостное открытие, которое никогда не оставляло ее равнодушной. Она спешила поделиться этой радостью с Сергеем, но, вернувшись домой, ее ожидало разочарование. Тетя Оля, оказавшая ей так много поддержки, была уволена, а новая домработница Татьяна оказалась враждебной и холодной. Эта атмосфера добавляла напряжения, и Ксения увидела, что все вокруг ее меняется. Теперь и напряженные отношения с отцом становились все более угрюмым фоном ее существования. Мария, новая возлюбленная Александра Николаевича, позволяла себе насмехаться над Ксенией и угрожать ее верному псу Джиму. Каждый раз, когда они встречались, она бросала колкие замечания, несущие в себе горечь и враждебность. Каждый раз Ксения ощущала, что эта ненависть просто пробуждает ее внутреннюю ярость, и с каждым разом она все больше чувствовала себя лишней в доме. И каждый новый день, когда ее отец оставлял ее наедине с новой домработницей, уже казался заведомо предрешенным. Ее желание добровольно вернуться к жизни и пробуждение к новым ощущениям накаливались до точки кипения, и Ксения разрывалась между верой в изменения и обычной злостью. Однажды Александр Николаевич пригласил ее на прогулку к Рике, куда они когда-то играли с ее мамой и где все когда-то были счастливы. Как только они оказались вдали от людских глаз, он задался вопросом, считая, что она должна ему что-то объяснить. Буря внутри нее нарастала, и, несмотря на глубочайшее желание отказаться говорить, она на последнем вздохе решилась выступить против него. Он признался, что подстроил аварию, в которой погибла ее мама. Откровение, потрясшее ее и до глубины души. Этот шок заставил Ксению почувствовать, как снова все старое возвращается к ней с новой силой. Устрашение и ненависть переполнили ее, когда она осознала всю подлость, к которой готов был ее собственный отец, чтобы заполучить ее наследство, чтобы отстранить ее от любовных традиций. В тот самый момент, когда смерть была так близка, в ту секунду, когда она поняла, что должна сделать выбор, мгновенно возникла мысль о Джиме. Как всегда, он бросился в бой и, вцепившись зубами в руку отца, вытянул ее из удушающего захвата, а Сергей, оказавшись рядом, бросился на помощь, вызвав полицию. Он быстро записал разговор отца с Ксенией на диктофон, что стало ключевым доказательством в их запутанном деле. Это стало моментом понимания для Ксении. Ее жизнь не должна завершиться здесь, не должна завершиться, как в ужасном фильме, на обрыве, где все потеряно. Вскоре полиция арестовала ее отца, который теперь рисковал провести 20 лет за решеткой, резко изменив сценарий их жизни. Время от времени в ее сердце разжигались искры, как будто символизируя начало нового, полного созидания этапа. Хотя ее сердце все еще было полным противоречий и страданий, ее окружали новые эмоции и возможность вырваться из привычного плена. На этом пути не обошлось без разочарований. Мария и Татьяна оказались на свободе, так как против них не было доказательств их непричастности, и это давило на душу. Но новые повороты судьбы начали врываться в жизнь Ксении, потому что вскоре вернулась Олюшка, и эта поддержка, как луч солнца, наполнила ее энергией. Ксения стремилась снова стать ближе к людям, и дружба с Олей напомнила ей о простых радостях. 8 лет спустя, после всех несчастий и сроков, Ксения, научившись принимать решения с уверенностью, самостоятельно овладела управлением бизнесом и вела его к новым высотам. Ее личная жизнь также стабилизировалась,
И Сергей, став ее надежной опорой, был рядом, когда это было необходимо. С каждым днем они становились все ближе друг к другу, и постепенно в воздухе начала витать новая надежда. Столицы не изменили ее, они лишь помогли создать новую версию Ксении, умной, силы воли и симпатичной, и она научилась справляться с любыми вызовами. Это становилось ясным, и вскоре зазвучали арфа и марш Мендельсона, ознаменовавшие новое начало в их судьбах. Свадьба, которую она планировала и о которой мечтала, наконец-то состоялась, и это событие стало символом перерождения и новой жизни. Каждый шаг, который они делали вместе, стал важным, и это стало символом не только физического выздоровления Ксении, но и освобождения от всей боли, которая когда-либо преследовала ее. Каждый момент, проведенный с Сергеем и верным Джимом, стал для нее источником новых эмоций и обретения себя, как будто наконец-то настала долгожданная весна после холодной зимы. Ксения искала свет, и теперь, когда она научилась снова радоваться, этот свет стал осыпать ее сердце теплом надежды, заставляя улыбаться даже в самые темные дни.